Всем привет-привет! Я приветствую сегодня всех своих подписчиков и гостей канала. Делаю расклад на очень интересную и довольно-таки актуальную тему после имболка. Это давайте посмотрим, как прошли ваши ритуалы. Что, как, где. А следующий расклад уже будет по недоброжелателям. Поинтересуемся, как прошли ваши работы для этих специфических людей, да? Людей в кавычки я беру. Очень мне интересно знать, почему, потому как определенная ритуалика после имболка на третий день только энергии, знаете, так устаканились, да, взяли оборот и уже вошли в свою силу. Так, ладно. Сегодня мы оценим вообще, как прошли ваши работы, да, именно вот для вас рассмотрим этот аспект по магии. А потом уже посмотрим чудеснейших из чудесных, да? У каждого из нас они разные. Вот. Хочу посмотреть, что по ритуалам. Возможно, где-то что-то нужно доработать. Где-то что-то нужно еще так сказать, дожать, да, наших удивительных людей, недоброжелателей и тому подобное. Ой, трудились, ребят, трудились, много вложились, я хочу сказать, на имболк, и так неплохо, очень хорошо вообще, пока все мне нравится. Так, вы пока, да, определяйтесь с вашими вариантами. Стихия воды, стихия земля, стихия воздух, стихия огонь. Так, это как прошли ваши ритуалы. На этом оракуле я хочу посмотреть, нужно ли вам что-то дорабатывать. Вот. А на Таро Веретника уже посмотрю совет. Именно что вам род ваш передает. Ну, или предки, духи вашего рода. Возможно, для некоторых другие силы придут, информацион нам подкинут. Вот, что-то вот так пошло. Но давайте, чтобы тогда всем не было обидно, раз сюда 4 карты, значит и всем будет по 4. Блин, сюда 5 вышло. Все, так и оставляю, короче говоря. Чистки неплохо прошли. Даже прекрасно. У вас очень гармоничное внутреннее состояние было при вашей ритуалике на чистке. Так. Посмотрим совет. И еще один вопрос такой вот. Прям меня тянет уточнить. Ну и коль тянет, мы его и уточним. Через время еще какие-то иллюзии у вас спадут, что-то вскроется.
На оккультном Таро я сегодня хочу посмотреть, знаете, какой вопрос? Ой. Как вас видят определенные силы? Именно ваш потенциал в ваших ритуалах, да, вашего, возможно, дальнейшего там продвижения на этом поприще. Ну, вот что-то вот такого плана и характера. Здесь, смотрите, узнаете, кто на вас крадники лепил. А если зададитесь определенной целью, вы даже еще это себе вернете. Все, что у вас украдено было. Здесь вы свою силу набираете и знания свои повышаете. Особенно, что касается в магии. Стихия Земля прям у нас сегодня рвется в бой, блин. Еще знаете, какой момент? Ребят, смотрите, если вы делали не один ритуал, можете, каждый ритуал на отдельный вариант посмотреть. Возможно, будут какие-то у вас инсайты. Итак, стихия огня. Сюда идет воздух, воздух сюда. Вот так вот будет. И переходить мы будем. С кого же мы начнем? Стихия Земли. Так, это я оставляю. Чтобы мне особо не мешали они. Итак, стихия Земли. Давайте-ка поглядим, как у вас прошли ритуалы. Крадник убрали. Что-то вы планировали, только начали это делать и зацепили. Ну, чтобы скачать ваш вот этот вот энергию, которая должна идти на начало, да, чего-то нового, там, воодушевление, там, знаете, как куча идей, планирования, вот это все вы сняли. Здесь как будто, знаете, делали на то, чтобы вы потеряли доверие.
Здесь вы могли разувериться и в своих силах, и в каком-то партнере, да, допустим, и любовная тематика, и, возможно, с кем-то вообще хотели в содружестве начинать какие-то проекты. Вот это вот вы сняли. И еще, смотрите, здесь могло у вас быть ухудшение здоровья, самочувствие. Вот эти моменты убрали. Так, смотрим теперь, нужно ли вам что-то доработать, да, именно по самому вот ритуалу. Больше уверенности в своих работах, пожалуйста, когда ритуалику делаете. Вам род очень хорошо помогает, стихия Земли. Здесь больше вашей уверенности нужно в том, что вы совершаете. Здесь род вообще с радостью к вам выходит и помогает. Очень сильные защитники выходят. В дар больше чего-то давайте. Если знаете, что прилично, отстегиваете, да, в казну, так сказать, для обмена, значит, здесь все классно, здесь все хорошо. Ну вот момент, больше уверенности. Здесь у кого-то из вас еще будет... Да, вас в жертву ставили, хотели, чтобы вы в себе сомневались. Здесь еще у кого-то будет поступление денег. Очень вас это обрадует. Возможно, что-то уже знаете, как думали, накрылось, а нет. Все будет хорошо и прекрасно, не переживайте. Так, совет вам от рода. Как бы его так положить? Да, вас в состояние жертвы хотели ввести. Кстати, если вы чем-то и болели, это психосоматика здесь больше работает. Вам было наведено, вы начали переживать, ой, да не получится, ой-ой-ой-ой, ай-яй-яй. Засомневались, короче говоря, и дало вам на физику. Ну, это для тех, кто там приболел, вот как-то себя плохо чувствовал. Тут вы сомневались, вот прям четко идет сомнение, а у вас все хорошо. Еще, что вам род хочет передать? Не впадайте в состояние жертвы. Понимаете, вы выбрали верный курс, идите, вам род помогает. Все у вас будет хорошо. Вы как засомневались, ой, да у меня не получится. Или еще вот что-то из этой оперы. Получится у вас все. Сомневаетесь, что ваша работа сработала, что ваши недоброжелатели приговор получат? Здесь работа на погосте. И вы, как знаете, путали следы свои. И вашего недоброжелателя закрывали. Ну, и... Вам во сне покажут, или же к вам придет откуда-то из нее информация о том, что, ну, предки духи вашего рода дадут вам знать, что сомневаться не надо, все хорошо сработало. Покажут вам, какое решение примут определенные силы касаемо ваших недоброжелателей.
Смотрите, стихия Земли. Короче, какой тут момент у нас идет. У ваших недоброжелателей не один человек. Они там что-то себе наметили, какую-то новую жизнь. Понимаете, они считают себя выше, лучше, краше других. Ожидают известия. Они получают известие о том, возможно, кто-то из ваших недоброжелателей ждет повышения в работе, ждет повышения своих навыков в той же магии, понимаете, ждет каких-то вещей, которые его возвысят над другими людьми. Здесь не только вы, здесь там уже надменность у людей поперла полным ходом. Они ждут результата своих трудов, своих воздействий, но разочарование их постигнет. И вы не должны в этом сомневаться никоим образом. Вот вообще никак, понимаете? Итак, теперь смотрю, как вас видят определенные силы, именно ваш потенциал. Вы в начале. Вы вначале эмоционально еще так относитесь ко всему, но обучаетесь. То есть, знаете, вы не, как бы это так сказать, не безнадежны. Как вас видят, что вы обучаетесь. Обучаетесь определенным знаниям магическим. Здесь и работа с камнями, с травами хорошо для вас пойдет сейчас. Работа с планетами, с изучением астрономии, астрологии. Понимание, кто мы, откуда мы и для чего мы здесь. Так что здесь неплохо. По стихии Земли вам переживать не нужно. Не впадайте в ненужные энергии для вас. У вас все отлично. Распереживались, а не стоит, все хорошо. Итак, стихия Земли, я вас благодарю за внимание. И переходить я буду к стихии огня. Вот так вот. Вот наша замечательная стопочка по стихии огня. Давайте смотрим, что у вас тут по ритуалам. Так. Здесь вы что-то где-то узнали, почитали, вам посоветовали. Короче, что-то новенькое попробовали. Разочаровашки. Снимали с себя вот эти разочарования по поводу предательств, разбитых сердец, треугольников, подстав. Вот. Здесь вы знаете, как... Вы понимаете, что вы сливаете не туда энергию, что вы теряете то, что у вас есть, знаете, как вот несет течение какое-то, и вы так, надо тормозить. Здесь как вот зачистка обид своих, да. Вот с кем-то расстались, и чтоб основательно это, короче, все, ну, снести. Обрыв привязок здесь еще может быть также.
можете, знаете, вот на почве вот этих всех дум на вас наведенных, к слову, знаете, как вот свою враждебность вы счищали, вы понимаете, что что-то не так, и это надо снимать, убирать, чистить и тому подобное. Итак, смотрим, что у вас тут по ритуалам. Ну, здесь вы убирали, короче говоря, смотрите, здесь... Секунду. Здесь вы могли и рунами работать, убирали какой-то, и атамом могли работать. Вы... Вот был конфликт. Был конфликт. Вы еще вот знаете, вот ранимы после этого. И вы как бы вот эту ранимость с себя снимали. Возможно, вам, кстати, кто-то посоветовал какой-то став рунический, да, и вы работали. Знаете, я вот... Что вам здесь хочется сказать по рунике? Вот вам не достает энергии, потому что она сливается, вот эти вот переживания, понимаете? Вам для ритуала нужно себя чуть подтянуть и... А ну-ка. О, как интересно. Можете оставить так, как есть. Здесь фамильяры у вас есть на страже. Но если подтянете себя и повторите ритуал, ох тому, кто на вас накидывал любовную магию, привороты, отвороты, рассорки, расставания, либо притягивал к себе, там зазывал, ох, откатит. Знаете, так мощненько. Не скажу, что не сработал, но лучше повторить. Если руны не включали в ритуал, руны добавьте. Короче говоря, повторите. Лучше повторить. Нападают на ваши защиты. Защиты обновить. Да, ребят, защиты вам обновить нужно. Здесь вы еще будете какие-то знания получать до того момента, как обновите ритуал. И хочу сейчас уточнить. На полнолуние лучше сделайте, и вам куда-то ехать надо. Сотрудничать с местами силы, да. Да, ребят, все-таки на полнолуние. Вот, повторите на полнолуние, короче говоря. Не скажу, что неплохо, нет, но здесь вот... Не все убрали. И вы же сами это понимаете. Вот, ну не все. Вы чувствуете это, ощущаете, что не все. Еще вот эта 5 кубков на вас действует, влияет.
Еще вам где-то хочется что-то выяснить, доказать, да, либо просто высказаться. И вы понимаете, что в принципе, по сути, некому это говорить, ну и смысла нет, там вообще, ну, непробиваемые, непрошибаемые личности, как бы, на том конце провода, то есть ваши недоброжелатели. Обидно, да, досадно, я понимаю это. Но вы правильно делаете, что уже это убираете. Здесь вы к роду обращались. И знаете, что я вам хочу сказать? Рунические оставы вам на руку нужно наносить, на левую. На руке. Если делали не на руке, на руку нанесите. Делали на руке и еще раз. На полнолуние. И сейчас я вам даже подскажу, секундочку. Когда у нас там полнолуние ближайшее? — 27 февраля, ребятки, будет полнолуние. Вы до него еще какую-то информацию получите от рода, не переживайте, что-то, может быть, добавите. Но вот то, что делали, повторите. Вот так сработает. Так, совет вам от рода. Но здесь вас предупреждают о подлости, которая будет идти в вашу сторону, да? И опять же таки, помните, я сказала, вы кому-то, вот кто-то вам помог с руникой, здесь карта совет знахаря падает, но вот кто-то вам посоветовал, короче говоря, что делать, как напутствие дал, да? И вот неплохо дал. Но нужно повторить. Да, здесь оберег, защиту. Плюс вы обрат отправляли недоброжелателям. Смотрите, опять по ГОСТ выпадает. Работа с кладбищем. Здесь высший суд по вашим недоброжелателям уже работает, а вы, так сказать, закрепите пройденный материал его усердным повторением. И будет вам счастье, чудо, и вообще Вселенная начнет вас просто одаривать. Не переживайте, все у вас выйдет, получится, и все будет окейушки. Так, как вас видят определенные силы? Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Работа со стихиями, работа с планетами. Но знаете, как еще здесь? Здесь работа по лунным суткам. По лунным суткам, да? Что-то я так сказала. Значит, обратите внимание на какие-то лунные сутки. Здесь, знаете, полнолуние, новолуние. Полнолуние, новолуние вы должны соблюдать вообще вот эту вот систематичность. Здесь, знаете как, работа на кладбище выпадала, и когда вы на нем работаете, определенные силы очищают могилы, возле которых вы работаете. И там определенный портал, короче говоря, образовывается, через который вот те деструктивные программы, бесы, лярвы, сущи, вот это вот все через портал уходит, короче говоря. Поняли? Снимается с вас. Хочу еще уточнить. Вот хочется еще уточнить мне именно этой колодой, как они вас видят. Ну, неплохо здесь, как бы, ну, уровень, ребят, уровень. Если вы сами не делали, а заказывали, к хорошему практику. К хорошему. Ух ты, вообще интересно.
Здесь очень хороший отклик идет тех сил, к которым вы обращаетесь. Очень хорошо откликаются вам. И знаете как? Очень они... Короче говоря, ваши недоброжелатели начинают попадать в такие ситуации, знаете, где вот раздор, они в центре, споры, они в центре, какая-то ложь, они в центре этой лжи. То есть, ну, все идет туда, откуда оно пришло, собственно говоря. Здесь, ребята, ну, давайте буду говорить открыто. Если вы еще, у вас есть такой момент, когда вы проводите ритуалы, и у вас присутствует такое, знаете, вот месть накатила, да? Вот ваши недоброжелатели на эшафот прям выходят в этот момент. Ваш ритуал прям так и случилось. Здесь все хорошо. Здесь все классно, ребятушки. Вот что-то вы, да, решили вот так поконфликтовать. Но опять же таки, это не просто так. И что-то я эту карту, да, сюда всунула. Ну ладно, значит так, может она еще пригодится какому-то варианту. Из тех, что у нас осталось. Там стихия воздух и стихия вода у нас. Так что вот у вас вот так. Неплохо. Если не сказать хорошо. Вот на вас накатило желание, да, вот что-то вас... Это ж не просто так, понимаете? Вы, может, вообще сидите в покое, находитесь, да, и тут вот к вам пришли эти энергии, вы сидите и думаете, какого ляда вообще, да? Но это вас провоцирует. Ну, в принципе, судя по тому, что мне показало оккультное таро, то где вот там вот на вас сели, там и слезут. То есть, ну, сами себе приговор, ребята, подписывают. Это их право, это их выбор, как бы. Ритуалика у вас хорошо прошла. Так, а мы будем переходить сейчас... Будем переходить к стихии воды. Итак, стихия земля. Ой, стихия вода. Сегодня я их что-то второй раз... Первый раз хотела, не назвала, теперь вот стихию воды назвала стихией землей. Может, вам землю надо посмотреть. Что у вас здесь? Два варианта. Либо открывали себе пути дороги, чтобы сотрудничество с людьми в коллективе, в общество пошло, либо же что-то с любовью связано делали. Здесь вы, как знаете, приняли решение, сделали ритуал и запустили его во Вселенную. То есть в чем-то, возможно, сомневались, а потом сказали, все, хватит. Да, здесь все-таки, ну, чистили денежный канал однозначно, свои пути дороги, кстати. Кстати, знаете, что вы еще очищали? Связь с родом, вам ее кто-то перекрывал, и поэтому, возможно, вы в чем-то сомневались в свое время, у вас перекрылась денежка, и вы, оп, пора поработать. Хорошо поработали, чистку делали, хорошо все. Классно, отлично, в свою силу входите, денежный канал открыли. Почистили, во всяком случае. Дальше знаете, что нужно еще делать. Да, здесь вас на распутье ставили. Ага. Кому-то не нравится, что вы себя прокачиваете. Вам вот прям, знаете, как голову с плеч хотят снести.
Им, видать, откатило вашим недоброжелателям, и они решили вас чуть-чуть, знаете, создать вам легкий шторм. Вот так вот. Здесь им очень не нравится, что вы свои вибрации повышаете. И не повышаете, вы не просто повышаете, вы повысили и идете дальше. А им откатывается то, что они делали вам. Здесь вашим недоброжелателям будет, ух ты, как интересно. Коль они так настроены против вас. Но вы здесь четко выявили проблему, вы приняли решение, запустили ритуал, запустили посыл. Все хорошо сработало. Как вас видят силы? Ого, как вас видят. Да видят человеком, который голову с плеч снимает, да и все. Вы информацию получили. Информацию получили о нападении на вас, о ваших недоброжелателях. И получаете. Здесь у вас, давайте так скажу, очень хорошие силы, сильные, вам покровительствуют сейчас. Очень, знаете, такие мощные. Так что по стихии воды мне добавить здесь нечего, здесь все хорошо. В плане, если на денежку делали, да, на раскрытие своей связи с родом, которую вам заглушить пытались, все хорошо. Как вас видят силы, отлично. Даже вот реально и не хочется, и нечего добавить. Здесь вот стихия воды, как-то, знаете, вот четко по полочкам разложили все. Четко сделали. Сидят без никаких лишних там переживаний, сомнений и тому подобное. Так что, ну, мне вас только поздравить остается, ребят. И у нас там капитан очевидность, стихия воздуха. Вот она к нам пришла, да? Давайте-ка поглядим, что у вас тут. Как ваш ритуал прошел? Так, стихия воздуха у нас зажигает, да, короче? Девочки и мальчики, а кого мы там на перекрестках вызывали, а? Здесь вы отстаивали свою жизненную позицию, свои ресурсы, вообще себя во всем, свою семью, свой потенциал, свою связь с родом. Здесь именно люди делали, знаете, на чем? На то, чтобы вы не предпринимали, знаете, метались, вот не знаете, вот это сделать или это, а вот может это, а вот может так. Как бы все знаю, но пока вы там мечетесь, да, вы теряете свою статусность императора. И вот это вот вы как-то снимали, убирали, это один аспект. Но второй, здесь вышел интересный товарищ, так сказать, пассажир, да? И вы, королева мечей, здесь, ну, четко поработали в сотрудничестве и на перекрестке с этим. Кстати, вороны вас могли окружать. Вороны, вороны. Это две разные птицы. Почитайте, узнаете. Посмотрите, какая именно вас сопровождала в тот день, когда вы совершали этот ритуал. Работа на кладбище могла быть, либо же с темными апостасями богов.
Здесь вы сгармонизировали себя. Вам какие-то новости придут через сон. Не обязательно через сон, через ясновидение. Какие-то придут вам новости, ребятушки. И от этих новостей у вас, знаете, такое умиротворение наступит. И плюс у вас здесь открываются, знаете что, вы... И опять птицы идут. Вас птицы точно сопровождали. Кстати, в этот день, когда совершали ритуал, тучи, дождь. Но знаете, дождь не сильный, а такой вот, капал чуть-чуть. И тучи на небе были. Возможно, вообще в начале дня вообще все классно, солнце. А потом, как вот вам надо этот ритуал проводить, и тучи нашли. Знаете, они как вас закрыли, короче говоря. Сердечные чакры снимали. Если, не снимали именно с нее, то снялось. Здесь, знаете, как новый человек в вашу жизнь придет, новый знакомый, новый друг, новый партнер. Вот, короче, новое сотрудничество очень хорошее будет. И к вам, кстати, не один вот этот вот вышел на перекресток. Здесь работа на перекрестке была. Вы новости получите. Так, а ну что там от рода вам? Оу, вот что сняли вы. Короче, вы исцелились полностью. Знаете, что отравляли? Вашу власть. То, что вам дано от рождения, от рода, ваши силы, магия, ваша интуиция, знания, чтобы не могли их, знаете, ими воспользоваться, выйти в мир. Найти новых людей, привлечь новых партнеров. Может, кто-то долго не мог найти себе партнера для жизни. Вот знаете, кто-то ищет мужа, кто-то ищет любовника, кто-то партнера. А есть люди, которые ищут, как так правильно бы сказать, спутника по жизни, понимаете? Именно спутника, вот этого вам не давали. Может, были, знаете, друзья, с которыми не до конца можно быть открытым. Вот придут люди такие в вашу жизнь. Вот именно спутника, если ожидали по жизни, он придет в вашу жизнь. И как видят вас силы? Вау! Хо-хо, как они вас видят! Звездой видят. Вы здесь... с высшими силами на «ты». Вы такой человек, который вызывает... Вот знаете, люди в вашем окружении делятся на два типа, когда с вами только знакомятся. Первый тип вас влюбляется, а вторые начинают ненавидеть. Делайте выводы. Вы обладаете такой силой, которая может, вот знаете, своего недоброжелателя в лоха превратить. Он как будет обесценен обществом. Глупым будет казаться. И здесь фамильяры от других. Сейчас я вам объясню. Допустим, сидите вы, да, строите свою жизнь, вообще никого не трогаете. Приплывает в вашу судьбу некий персонаж, говорит: оп, а ну-ка я тебе сейчас что-то сделаю. Ну там, да, свои там шарики за ролики закатились. А вы сидите, вы знаете, когда, что, как вам сделать. И вы даже не задумываетесь об этом. То есть, знаете, вот у вас нет врагов, вы у них есть. И пока они на вас нападают, пока они там пробуксовывают в своем невежестве, они сливают вам своих фамильяров, своих духов-помощников, свои защиты. Это там по списку. И потом, знаете, что думают? Правильно, что это вы сделали специально.
Они даже не понимают, что высшие силы таким образом хотят их научить. Не лезь, не трогай чужое, и тогда свое не потеряешь. А они к вам приходят, ну, возможно, им с вами более комфортно сотрудничать. То есть, да, может, они поглядели и говорят: ух ты, там потенциала больше, энергии больше, что, нормально, туда валим. А ну-ка, давайте, как они вас видят, хочу посмотреть, вот эти вот, которые от других переходят к вам. Да, я же сказала, вы как-то больше их вдохновляете. Знаете, как они с помощью вас и свой уровень поднимают. Вот как я хочу вам сказать. И как они вас видят? Они видят вас человеком, который может дать и достаточно любви, заботы, энергии, как я сказала, ресурса, потенциал. Да? Вы, короче, как вот этот гребаный радужный мост, который соединяет Мидгард и Асгард. Забыла, как он называется. Радужный мост. Помните вот фильм Марвел, там Геймдаль еще его охранял? Вот вы и есть тот радужный мост для определенных фамильяров. У них свои там моменты, свои законы, свои проработки идут. Вы помогаете им. Вот почему они к вам так... то есть им дают разрешение, и они и переметнулись к вам. Ну, что я вам хочу сказать. Стихия воздуха, я же сказала, здесь будет сегодня зажигательный момент. Я так и предчувствовала. Поэтому тут, господа, снимаю шляпу. Все отлично у вас. Единственный момент еще, знаете, в чем? Будьте осторожны. Не лгите никому и не лгите себе. Вот такой момент. Плюс мороки, знаете, вот оморочки, короче, еще на вас как-то могут. Вы этому подвластны, по какой причине сейчас смотреть не буду. Почистить вот этот вот маленький такой нюанс нужно. Знаете, здесь, что я вам хочу сказать? В каком плане не лгите себе? Если вы в потоке, здесь и сейчас у вас приходит момент, когда, да, все. Вот видите, королева мечей. Головы с плеч долой, и меня ничего не волнует. Значит, не надо пытаться быть пушистой, одуванчиковой феей. Ни хрена вы не одуванчиковая фея, здесь у вас другие энергии. Да, вы можете быть этой феей, понимаете, но в один определенный момент у вас, знаете, вот границу кто-то пересекает, и вы... Мир, труд, май тебе, дружище, за то, что ты, ну, мое терпение долго колыхал в ненужные резонансы. Поэтому здесь как-то жестко, конечно, жестко, но по делу. Вот хочется сказать, по делу сработали. Так что вот такой вот у нас на сегодня расклад. А я благодарю все 4 варианта за просмотры, за ваши лайки, комментарии, за ваши репосты, за ваши сообщения, которые вы мне присылаете в личку. Очень интересные, конечно, истории бывают и ситуации. Ну, и как бы еще благодарю вас за интерес к моему творчеству, к моему каналу. Надеюсь, что он вас поддерживает в определенных ситуациях и дає натхнення. Ну, короче, вдохновляет. А я вам желаю добра этого мира на сегодня и пока-пока.